Есть телефон или планшет на андроиде? Прими участие в бета-тестировании официального бесплатного приложения от Вспышки. Ничего сложного, заходи на Вспышка Клаб, устанавливай приложение и помоги нам стать лучше. Да. Поехали. Всем привет, дорогие друзья, с вами Сергей Вспышка, и сегодня мы с вами поговорим о балансе 2.0, первых веяниях, которые нам предоставляет песочница. Записываю я видео не совсем в обычном месте, едем мы по дороге из Алматы в Усть-Каменогорск, перегон 1000 километров, поэтому, в общем-то, это видео выходит достаточно поздно. Но обещал, выпустил. Ребят, начну, во-первых, рассказ с того, что 10 числа нас приглашали в офис Wargaming. Под словом «нас» я имею в виду себя, некоторых киберспортсменов, некоторых вододелов. Не все там были. И там состоялся закрытый показ. Непосредственно этой песочницы нам дали поиграть. Вначале ничего не объяснили, потом все разъяснили, что же там такое. Мы хотели получить, так сказать, первое такое впечатление. Можно было назвать это фокус-тестом, потому как все, что там происходило в той комнате на закрытом отдельном сервере, все это еще отдельно записывалось, наши эмоции, наши впечатления. Потом была секция вопросов и ответов, и мы были, так сказать, наделены определенной информацией. И этой информацией я теперь могу с вами поделиться. И хотелось бы начать с того, что первый вариант песочницы. Вариантов таких, сразу могу оговориться, может быть и не один десяток. Различные варианты хочет пробовать Wargaming. Это не является фактически супертестом, это не является какой-то последней инстанцией. Я бы вообще назвал это все там альфа, даже тестом танков 2.0. Ну, фактически так и есть, наверное. Потому как игра, которая была представлена там, она кардинально отличается от того, что есть в нашем World of Tanks. Плохо ли это или хорошо, понравилось или не понравилось, ну, у меня есть на это ответы конкретно по этой части. Но глобально проводить аналитику и говорить что-то кардинально да, кардинально нет, можно будет только после того, как мы посмотрим вторую, третью, четвертую, 10-ю, 20-ю итерацию, и Wargaming в конце скажет: ну все, ребят, больше итераций не будет, мы там приняли решение, эти фишки нравятся, забираем, эти фишки не нравятся, не забираем и не реализуем в игре. Подобным образом. Соответственно, как я и просил в предыдущем видео, чуть меньше истерии по поводу того, что вы можете услышать. Это информация, с которой нужно работать. И первая формация песочницы выглядит следующим образом. Мы катаемся исключительно на десятках, то есть топовые машины своих веток. Все тяжи были представлены там в ангаре, все СТ, ПТ, арта и ЛТ в том числе, но не 10 уровня, логично, а уровня, соответственно, сейчас скажу, 8. Какие там топовые? 8. При этом не все ЛТ были донастроены. То есть вы должны будете быть готовы к тому, что часть машин будет не донастроена прям к началу. Возможно, некоторые отклонения. Там, возможно, вы забудете поставить какой-нибудь топовый двигатель, и тот же самый РУ-251 у вас не будет ехать. Вот, к примеру, у меня все было открыто на аккаунте. У вас наверняка будет примерно по той же схеме, но двигло и гусеницы были не топовые. Соответственно, пока я это не заметил, пока не поставил, мой легкий танк ехал крайне странно, и у меня были вопросы. Это вот такие моменты, к которым просто стоит быть внимательным. Итак, что хотели ребята из ВГ показать? Вариант, в котором очень сильны тяжелые танки. У тяжелых танков действительно возвращается броня. Вы не чувствуете себя беззащитным кроликом, которого сейчас расстреляют, если вы светитесь на 400, 350, да даже 300 метров. Если вы засветились, ничего страшного. Ничего страшного, вы будете отбивать снаряды, которые в текущей итерации бронебойные, подкалиберные, они теряют свое бронепробитие. Если в современной версии игры бронепробитие теряется только на огромном расстоянии, и видно это через калькулятор бронепробития, вы можете увидеть, что там цифра уменьшилась, было у вас 200 бронепробития, стало 191. То здесь все гораздо интереснее.
Заключается все изменение в том, что если раньше снаряд терял 10% на каждое бронепробитие, на каждые 100 метров, теперь он теряет 40% на каждые 50 метров пролетевшие. Соответственно, есть у снаряда начальное бронепробитие, а потом оно резко начинает сокращаться. Сделано это для того, чтобы тяжелые танки и медленные машины на большой дистанции могли себя чувствовать все-таки такими бронированными плитами. Сейчас такого нет. Сейчас любой Маус, любой Е100 на дистанции 400-450 метров при желании каким-нибудь СТ-8, каким-нибудь кумулятивным снарядом будет пробиваться. Да, у кумулятивных снарядов немного и эта история изменилась. Что касается бронепробития 40 и 30, это относится к бронебойным и подкалиберным снарядам. У кумулятивов снижен урон, снижено бронепробитие, и кумулятивный снаряд с расстоянием это бронепробитие не теряет, но все равно показатели снижены. Глобально, в принципе, по всем снарядам в нашей игре будут снижены бронепробития на песочнице. Это связано с тем, что, опять же, хочется повысить роль брони. Это вернет игрока в 2010-2011 год. Те, кто помнит, какие там были танки, ну, те могут четко сказать, был И-7, был Маус, и были другие танки других классов и наций до 8 уровня. Соответственно, вот танки Маус и И-7 сталкивались с бронепробитием в 200-220, не выше. И это делало их, конечно, такими боссами в конце или в середине. В случае, если вы убивали топового тяжа или группы топовых тяжей, то вы могли чувствовать себя более комфортно. Впоследствии в игру вводились СТ и ПТ 9 и 10 уровня, потом добавилось еще и арта 10 и 9 уровня, что, в общем-то, сделало игру на тяжах не такой комфортной, не такой привлекательной, как это было раньше. То есть, ну, вся игра на тот момент и строилась, прикольно, и привлекала к себе игроков за счет именно тяжелых танков. Ты хотел чувствовать не только тот факт, что у тебя есть какое-то орудие, и ты пробиваешь противника, но одновременно с этим и факт наличия у тебя брони и занятая хорошая позиция, выгодное бронирование в лобовой проекции, к примеру, делала тебя неуязвимым, и ты мог вести огонь длительный под обстрелом противника, и ничего тебе за это не было. Ты наносил урон, а противник нет, потому что не мог в маневр. И вот здесь как раз возвращается эта самая история с маневровым боем. Теперь лобовая перестрелка, которая сейчас присутствует в игре, она, в принципе, отодвинута на второй план. В лобовом близком бою тяжелые танки сходятся на дистанции 250-200 метров, что делает, в общем-то, и саму драку интересной. Одновременно с этим вы чувствуете, что вы дуэлитесь с кем-то, нету такого отдаления происходящего, вы все время в гуще событий, вам самим становится интереснее. Это вот я вам уже стараюсь передать те эмоции, которые я испытал на тесте. И при этом вы особо не опасаетесь каких-нибудь крыс СТ, которые будут держаться за пределами видимости, о которой поговорим чуть позже, и расстреливать вас в борт, к примеру, какой-нибудь бачат. Нет, он должен будет там подъехать к вам в упор практически, или там быть на дистанции 100-150 метров, что позволит ему нанести вам урон. В противном случае вы считаете полностью обезопасены от этого танка, если он вдруг постарается в лобовую проекцию в ваш ИС-7 или ИС-4 пострелять. Все будет у вас хорошо. Мы затронули такую тему, как обзор. Обзор здесь также очень сильно изменен. Всем классам, кроме ЛТ, обзор резко снижен до 300-350 единиц с 400, то есть это минус 50 метров обзора. Одновременно с этим увеличен он у ЛТ. Фактически, обвешав перками и модулями свой ЛТ,
Я признаюсь, большинство боев провел именно на ЛТшках Т-49, РУ-251, Т-54 облегченный, то я столкнулся с тем фактом, что вижу в игре там КАП 515 метров у РУ-251, или он там 540 был, и максимум 380 у большинства советских танков. 350, 380, 330. И играя с этими значениями, ты становишься на ЛТшке действительно качественным светляком и очень важным членом команды. То есть это вот здесь мы уже передвигаемся плавно к ролям. С одновременным увеличением обзора также увеличился ОЛТ, также увеличилось выживание за счет того, что ЛТшка сохраняет, конечно же, свою маскировку, ее тяжелее засветить, она может на дистанции удерживать противника и даже постреливать теперь с более комфортных расстояний, при желании там фугасами позбивать гусеницы, нанести определенные криты. Здесь фугасы на ЛТшках прям пригодятся на дистанции, там, метров с 400 взять, обстрелять гусеницы противника заранее. Появляются новые такие даже элементы боя. Плавно переходим от ЛТ и светляка как ярко выраженного класса к разлету снарядов. С чем это связано? Светляк получит большую выживаемость, потому как все машины, чем тяжелее машина, чем больше ее масса, чем больше у нее бронирование, тем медленнее она становится в принципе на поле боя. Скорость упала, скорость поворота башни и скорость поворота ходовой значительно снижены. Это сделано для того, чтобы легкие танки действительно чувствовали себя скоростными машинами, которые могут закрутить при желании вернуться от снаряда противника, который не успеет там свестись или перевестись даже с доворотом корпуса. Сейчас нет такой ситуации, в которой тяжелый танк не смог бы, там, скажем, секунд за 15 найти точку, в которой он не смог бы выстрелить в ЛТшку. Сейчас может это сделать практически любой, кто умеет доворачивать башню вместе с корпусом. А то, что я увидел, это спокойное, комфортное крутилово, если можно их так назвать, тяжелых танков легкими. Мне удалось на Т-49 комфортно перезарядиться там 22 секунды за спиной у то ли ИСа-4, то ли ИСа-7, после чего на скорости как бы правильно это даже назвать, раскачать, да, раскачать, это, наверное, идеальное слово будет для этого, раскачать другой тяжелый танк Type 4 Heavy, заставить его промахнуться и зайти ему за спину и, в принципе, покинуть место, где меня могли бы потенциально убить. Все это меня, если честно, как ЛТшника очень радует. Это позитивно. Я бы хотел видеть ЛТ именно таким классом, который может благодаря скорости уворачиваться от снарядов, одновременно с этим светить и не быть засвеченным, и благодаря этому факту быть мега полезным для команды. То есть есть юнит, который не отображается на миникарте противников и при этом проявляет все места, где находится как раз противник. И при желании в ближнем бою с какой-нибудь ПТСАУ или артой уничтожать эти машины, особо не опасаясь того, что вдруг доворот на ЛТ его умерщвлит. Ну и при желании даже как-то попытаться раскачивать стволы за счет таких уже индивидуальных скиллов, за счет полицейских разворотов. Можно даже средние танки удерживать от попадания в вас в ближнем бою во время кручения. Мне удалось в одном из боев, Вейдер, если я не ошибаюсь, играл, то есть абсолютно скилловый игрок на объекте 140, мне удалось его раскачать, и обоюдные полицейские развороты от него и от меня привел к тому, что я все-таки оказался за спиной у него и по корме мог ему накидывать или по корме башни, или по корме корпуса, по задней части башни. Переходим дальше. Переходим к классам. Есть у нас, вот, получается, разведчик, светляк, это очевидно. Wargaming, в принципе, выписал 7 классов, которые планируют
как-то оформлять, да, если можно так сказать. Должен вам сказать, сейчас в игре, несмотря на заверения некоторых комментаторов под видосами, нету классов абсолютно. Есть, так сказать, средний танк, который благодаря скорости, благодаря обзору, благодаря пробою гнет весь рандом, а все остальные, конечно, нервно покуривают в сторонке. Тяжелые танки не способны из-за нехватки скорости себя активно проявлять на картах. Только в городе они себя как-то могут попробовать активно проявить, но при желании умелые взводы средних танков будут и в городе разваливать тяжей. ПТ-САУ не способны просто-напросто угнаться за средними танками. Также издалека могут быть просвечены и уничтожены. При желании их с легкостью обходят с флангов. Легкие танки, это, в принципе, не живут против СТ-шек. Артиллерия, понятное дело, если СТ-шка приехала, то арта ничего не сделает. Да, какой-нибудь случайный шот будет, но нет. Не работает все равно. Недаром в командных боях мы видим что? Обилие средних танков и быстрой техники. Если мы взглянем на ротные бои, то там большинство карт играется тоже, ну, в большинстве своем средними танками. Небольшие группы тяжей появляются, они нужны для того, чтобы просто дольше жить, как куски мяса. Сейчас все, в принципе, в нашей игре сводится к математике. Есть пробой запредельный, нет брони, и есть орудие и ДПМ. Все. И здесь СТ, конечно, в топе абсолютно у всех и скилловых игроков, и игроки, которые ниже классом, они тоже это прекрасно понимают, что средние танки гнут, батчат гнет, ТВПшка гнет, и паттоны всякие тоже еже с ними, с Т-40 объекты и Т-62. Вот что всех интересует. Все остальное, тяжи, это уже мальчики для битья. Это сейчас такая ситуация. Поэтому сказать, что сейчас есть какой-то класс, нет. Есть основной танк и другие догоняющие. Другие догоняющие, которые отличаются по геймплею, практически никак. При желании там некоторые тяжелые танки могут исполнять эту же роль, типа Т-110Е5 за счет, или из 7 за счет того, что у них есть какая-то скорость. Другие тяжи нет. Сейчас мы можем выделить просто разделение по скорости и к этой скорости прибавить огневую мощь. Вот и все деление. И артиллерия там стоит отдельным таким особнячком. Что касается ПТшки, вот гриль тоже скорость и урон способен раздавать. У некоторых получается, у некоторых нет. Но здесь мы немного отвлеклись и вернемся к классам. Так, Wargaming видит следующее деление. Это, понятное дело, разведчики-светляки. Это тяжелые бронированные машины, которые выполняют роль как и снарядоуловителей на дальней дистанции, так и мощной силы давления вблизи, в ближнем бою. Есть также, я их так пока прозываю, пока официальных названий у всех этих классов нету, просто-напросто их еще не придумали, так, чтобы они были понятны всем. Мы с вами можем уже там как-то их называть. То есть есть тяжи, прям тяжи, танки. Второй класс это разведчик, третий класс это штурмовые тяжелые машины, то есть это машины, которые не обделены бронированием, но у них также есть скорость. Третий класс техники это, я бы назвал, средние танки. По сути это damage дилеры, это ребята, которые должны во фланг заходить и раздавать урон. Есть также класс снайперов, это ПТ-САУ. И класс арты. Давайте перечитаем, все ли я перечислил. Соответственно, тяжи, разведчики, штурмовики, ДД, снайперы, арта. 6 классов. Еще, кажется, что-то забыл. Где-то у меня здесь были бумажки. Сейчас посмотрим. В общем-то, Wargaming всем разослал одинаковые бумажки. У нас у всех одна информация. Ага, вот еще есть поддержка команды со второй линии за счет эффективного вооружения, наиболее эффективные для средних дистанций боя. Соответственно, дистанция боя разделяется на 3 категории. Это ближняя, средняя и дальняя. С дальней дистанции может отрабатывать артиллерия, которая очень сильно изменена. Это уже следующий момент, к которому мы перейдем. И некоторые ПТ-САУ. Со средней дистанции рассчитывается, что будут работать некоторые
тяжелые машины, некоторые машины как раз вот поддержки. Здесь сказано, что вот типичные представители вот такой средней дистанции — это MX-50B, М48А1. То есть это очень точные машины, либо обладающие барабанами, у которых есть достаточное бронепробитие, чтобы отрабатывать как раз со средних дистанций. Я думаю, что основные цели все-таки у этих машин будут не средние, вернее, не тяжелые танки, а средние. Вот средние штурмовики, которые пытаются к тяжам подобраться, и по ним будет отрабатывать АМХ-50Б или М48Е1. Ну вот, соответственно, мы разобрались. 7 классов. На мой взгляд, это достаточное количество классов. Больше это будет уже перебор, меньше это будет отсутствие, ну, реально отображение того, как некоторые машины задумывались. Для кого-то это будет действительно тяжело, но, к примеру, мне, как человеку, который долгое время провел в РПГшках различных, ММО-РПГ, где представлено было там по 30 классов, понятное дело, там разные... Глобально классов было всегда не больше там 7-8, максимум там 10 классов различных. И все эти классы при взаимодействии друг с другом могут находить в этом взаимодействии синергию и сильную сторону против какого-то определенного класса техники. Если вы так задумаетесь, то снайпер плюс тяж может достаточно эффективно отрабатывать тяжелый танк. Дерется с другим тяжелым танком, пытается за счет небольшого маневра вблизи развернуть корпусом под снайпера. Снайпер стреляет с дальней дистанции, там, засвечивается, не засвечивается, это уже другой момент, но наносит большой урон танку противника тяжелому, и уже у тяжа есть преимущество там, в треть хп, к примеру, для уничтожения этой машины. Да, кстати, поговорили мы про бронепробитие, поговорили мы про засвет, а не поговорили и не упомянули такую штуку, как снижение урона, в принципе, на большинстве орудий и снижение общего количества ХП. Я так понимаю, это сделано потому, что происходит увеличение времени боя за счет, ну, не будет вот этих 3-5-минутных сливов, это точно. И 7 минут, про которые, там, 7 минут это как новые, вот эта рекламная кампания от Wargaming, которая была, там, ПТВ-рекламка, конечно, очень забавно, но я практически не вижу таких боев. Это сейчас 4 минуты слив, причем ты ничего не можешь сделать в ответ, вот просто ничего не можешь сделать. Тебя просто льют. От этого как раз и нужно отходить. Вот эта песочница, это одни из первых шагов борьбы вот с таким либо стояловым, конченым просто, потому что игроки боятся ехать, боятся светиться там, на некоторых открытых картах, либо турбосливы, которые также происходят из-за очень острых мечей на орудия. Очень мощные, и бронепробития много, и урона тоже много. То здесь мы сталкиваемся с ситуацией, что часть снарядов она будет просто уходить в непробилы, в рикошеты. Кстати, увеличивается, я чувствую, расход снарядов сам по себе, и это должно повлиять в дальнейшем на экономическую систему. Скорее всего, стоимость снарядов снизится, ибо будет больше расход за счет увеличения времени боя. Но там оставлять у супертяжей тоже количество ХП, у ПТСАУ тоже, у средних танков, ну, не имеет смысла. Они должны чуть-чуть быстрее погибать, нежели чем там, с тем количеством ХП, которое есть сейчас 9.15 патч. Соответственно, это я упомянул. Ну что, переходим теперь к арте. Поиграл несколько раз на арте. Ей снизили фугасный урон. Ей снизили бронепробитие. Теперь, на самом деле, бронепробитие там, танка, любого танка отличается от бронепробития, фугасом я имею в виду, от бронепробития арты. И сделано это специально для того, чтобы вот, убрать момент ваншота. При этом в игре есть, и на тесте вы увидите ФВ 215B183, британскую бабаху и ФВ 4005, которые, в общем-то, обладают своими хэш-фугасами. Это вот такой пятый тип снаряда. Есть бронебойные
кумулятивы, подкалиберы, фугасы. Есть еще хэш-фугасы с огромным пробитием. Пока еще нету у Wargaming решения, что делать с этими хэшами. Но вот в данный момент они, вот как пробивали там броню, они так и пробивают, имейте это в виду. Поэтому это могут не успеть как-то изменить, поправить. Быть может, просто эти машины не ведут, пока не будет какого-то решения. Ну, может и ведут, может просто посмотрят, а как будут вести себя игроки, играя на этих машинах. Будут ли у них там куча бронепробития, или будут они наносить какой-то сниженный урон. Пока нет понимания. Но что касается фугас арты, то этот фугас, он уже точно никого никогда не ваншотнет, ибо урон там не такой большой. Одновременно с этим бронепробитие там в районе 10, 15, 20, что, как вы понимаете, ну, только если там в какого-нибудь бедного AMX CDC залетит, ну, тогда ему будет больно. Но пока этих AMX CDC просто нету в игре в данный момент на первой итерации песочницы. Соответственно, что появляется у арты? Она становится более точной за счет того, что внутри траверса, внутри вот, горизонтальной наводки, им снижен разброс. Повышена стабилизация, но одновременно с этим за счет повышения стабилизации снижена была маневренность корпуса. Поворачивается он теперь арта достаточно долго, но стреляет точно. Соответственно, мы получаем точную, недамажную, не ваншотящую артиллерию. Для чего она вообще нужна теперь в нашей игре? Если раньше она была такая останавливающая сила против тяжелых танков, и фактически не имея возможности и убить тяжелый танк, ну я говорю сейчас про 2010-2011 год, чтобы вы понимали, не имея возможности убить тяж своими бронебойными снарядами, а золото тогда никто не возил практически, по тяжу лупили фугасами, подставляли его под арту, и благодаря этому, в общем-то, какой-нибудь Маус или Е7 в конце концов погибал. Наконец-то общими командными усилиями он убивался. Сейчас же арте добавили несколько функций. Функция номер 1, которую я очень ждал, ну, наверное, это даже функция номер 0, прицел Battles Instance переезжает в клиент. Ура, это удобно. Функция номер 1, это была нулевая. Теперь арта наносит, помимо дэмэджа, с увеличенным, кстати, сплэшем, у них у всех увеличен сплэш, наносит еще контузию. Это шансовый инструмент, контузия может пройти, может не пройти. Работает она по площади сплэша. И что из себя представляет? Если в ваш танк попала арта и сняла с вас не 800 хп, а 200, не 800, а 200, перезарядка осталась примерно та же самая, но контузила ваш танк, все характеристики вашего танка падают на определенное время, которое указывается на таймере перед вами. Соответственно, над вами загорается определенная иконка, она будет изменяться. Сейчас та иконка, которая есть, это такой, знаете, прицел Кирилла Орешкина, там вращающийся такой бумеранг. И эта иконка символизирует и вам, и союзникам вашим, и противникам вашим, что ваши характеристики снижены, вы не очень точно стреляете, вы не очень быстро поворачиваете, вы и так не очень быстро все это делали, но теперь это будет еще и усилиться вот этим дебафом, то есть арта становится дебаферским классом, то есть есть класс саппорт, который помогает, а есть дебафер, который помогает, делая противнику плохо, то есть саппорты, они по своей натуре они поддерживают вас. Но у нас в игре нельзя хилить, у нас в игре нельзя увеличивать урон за счет там чего-то, нельзя там ставить дымовые снаряды, и надеюсь, нельзя будет все-таки арте это делать. На мой взгляд, это ЛТшная фишка. Если ЛТ это введут, это будет круто. Но это мое такое пожелание. Мечта, фактически. Что касается арты, арта это дебафер, это такой объект, сущность, которая выводит из строя вражеские машины противника, и за время дебафа проще убить этот танк. Соответственно, это своеобразная указка для союзников
кого надо убивать в первую очередь, кто сейчас самое слабое звено, и арта становится командным игроком на абсолютно все 100%. Наносить много урона она не может, поэтому без команды ей не прожить, ей нужен подсвечивающий. И сейчас тоже нужен подсвечивающий, просто не все умеют играть вместе с артой. А сейчас арта будет еще своими выстрелами не просто сносить часть урона и для кого-то типа красть домашку, но и делать нанесение этого урона более комфортным и, соответственно, получение этого фрага быстрым. Я вижу следующие связки. Выстрел артиллерии и после выстрела арты врыв нескольких средних танков, парочки желательно на объект этого самого выстрела, вне зависимости от его класса. Он будет абсолютно точно контужен, и показатели маневренности, показатели набора скорости, показатели точности стрельбы, показатели вращения башни, все это будет абсолютно четко снижено, в том числе и обзор. Что, в общем-то, выглядит очень симпатично, на мой взгляд. При этом абсолютно четко я понимаю, что все вот эти изменения, которые сейчас будут отправлены на песочницу, это сложно. Это гораздо сложнее, нежели чем для игрока простого, для, я не знаю, работяги с завода какого-нибудь, для мужичка, который приходит домой и хочет просто пару боев игрануть в танки. Для него это будет все сложно. Потому что, ну, танки для него первая игра, он никакие другие игры не играл, и адаптироваться в столь измененной резко, да, для него среды будет сложно. Но на тест, насколько я знаю, приглашены будут игроки различных категорий, и выслушиваться будут мнения различные. К примеру, там на том же тесте далеко не все из приглашенных людей смогли быстро адаптироваться к происходящим ситуациям. Кто-то пытался по привычке отстреливаться из кустов издалека на 400 метров, у него ничего не получалось, понятное дело, бадхёрт был от этого, потому что просто бой другой, игра иная, она сложнее, но от этого она, на мой взгляд, в разы интересней. Лично мне хотелось провести как можно больше боев, и даже, ну, четко могу сказать, двухчасовая сессия, которая там была, игровая, лично мне не хватило, мне хотелось играть еще и еще, и там на следующее утро я тоже думал, о, как бы прикольно было сделать ту или иную фишку, чтобы я сделал, там, играя на ЛТшке или на арте, в той или иной ситуацию, кого дебафать, кого светить, как это все делать. Да, кстати, еще у арты появилась такая штука, как зона обстрела. Это маркер для своей команды. Не на миникарте, как раньше, да, артиллерия могла показать, куда она стреляет, а ей надо было там Ctrl и клик по миникарте. Сейчас иная ситуация. Сейчас арта может прям на текстуру карты бросить отметку, которая там пропадет через некоторое время, но даст понять всем, кто находится рядом с этой отметкой или внутри этой отметки, что арта сюда закинет. Напоминаю, что сплэш снарядов арты увеличен, соответственно, площадь накрытия больше, площадь повреждения, возможно, тоже больше, но урон значительно снижен, поэтому здесь основная такая опасность таится в том, что может артиллерист нанести контузию своему союзнику, что сделает, в общем-то, его тоже недееспособным на указанное на таймере время. Поэтому скилл у артиллериста здесь вырастает. Теперь скилловый артиллерист должен быть таким знатоком, во-первых, карты и точек засвета. С другой стороны, он должен абсолютно четко видеть ситуацию, которая происходит на карте, и стараться саппортить дебафы противников гораздо внимательнее, нежели чем просто выбор одной цели. Кстати, теперь абсолютно невыгодно на арте отстреливать какую-то одну единичную цель, наносить ей, ну, скажем, на 100 урона больше прямым попаданием или там на 150 урона больше прямым попаданием.
Ну, теперь-то, конечно, 200, 250 или там 350. Ну, вот какая разница фактически. И гораздо выгоднее сразу накрыть и контузить несколько членов вражеской команды. Учитывая, что увеличен сплэш, теперь можно пытаться прокидывать эти контузящие снаряды. Должен вам сказать, это все те же фугасы. Там у арты, в принципе, один тип снаряда. Бронебойные кумулятивные у них забрали. И да и слава богу, хотя бы не будет путаницы. Соответственно, прокидывая вот эти снаряды по различным кустам, возможно. Где может стоять, к примеру, ЛТшка. Да, вот есть какие-то популярные кусты. Арта взяла, кинула в этот популярный куст свой выстрел, контузила ЛТшку, и можно делать раш. Вот один из простейших элементов взаимодействия арты со всеми другими классами техники. Что ж, дорогие друзья, достаточно много информации я вам выдал. Простите, что вот в таком формате набегу, но, быть может, вы что-то увидели там у меня за спиной. Восточный Казахстан. Восточная его часть. Аулы. Вечер, уже темнеет, смеркается. Давайте я взгляну на записи. Быть может, я что-то упустил. Быть может, что-то важное. Соответственно, что хочет Wargaming? У них есть определенные цели, которые, в общем-то, они сформулировали, попробовали передать в нас. Wargaming хочет маневренный бой на небольшие дистанции, который заставляет часть техники, в зависимости от того, там, какой вы нации, класса, выбирать не самые кратчайшие прямые маршруты до этого места действия, а выбирать там фланговые обходные маневры. Wargaming хочет разнообразие игры на карте и добивается этого снижением обзора. Ну, должен сказать, когда на карте есть несколько ЛТшек, которые могут там светить на 500 метров, то, ну, пока что на 445, но, как мне сказали, там, при желании можно за счет того, что круг изменился, увеличить эту дистанцию засвета для ЛТ как раз топовых до 500 уровня, до 500 метров. Соответственно, ЛТшки светят, но при этом не наносят там какой-то урон, а урон наносят другие тяжелые машины уже в ближнем бою, в агрессивном, которые, в общем-то, мы все с вами любим. По-хорошему мы любим хорошее, бодрое танковое рубило. Мы стали забывать об этом с там, последними патчами. Потому что сейчас, давайте как-нибудь так попробуем сформулировать. Есть вот бодрое танковое рубило, которое все любят, а есть пассивное танковое стоялово и кустовое стрелялово, которое все сейчас практикуют, но как бы тихо ненавидят. Никому это не нравится. Вот от этого они хотят максимально отдалиться. И должен вам сказать, по первым моим таким ощущениям, получается. Да, скорее получается, чем нет. Я не буду кричать, что там, мне все понравилось, мне все было классно, у меня еще не хватает информации. Я с удовольствием покатаю песочницу и буду катать в ней очень много, потому как мне интересно, чтобы игра, в которую мы с вами играем, она преобразилась, и тот застой, который случился сейчас, он был сломлен. Надеюсь, вы со мной. На этом все. Спасибо за внимание. Спасибо, что смотрели и слушали. С вами был Сергей Вспышка. Пока-пока.